Привет, друзья! Подпишитесь и поставьте лайк прямо сейчас, будет очень интересно. Начинаем наш выпуск новостей кратко о главном. Русские военные преступники массово атаковали южные регионы Украины. Одесса этой ночью была в полном блэкауте. Продолжается беспрецедентная атака на энергетику Одесской области. Этой ночью и утром россияне совершили самый массовый налет с 2022 года. Повреждены около 10 электроподстанций и ТЭС. После атаки начались пожары. Повреждены жилые дома и административные здания. Пострадали 4 человека. Также Россия атаковала гражданское судно в порту Черноморска. 2 человека ранены после атаки россиян на Никополь. Также свиньи атаковали энергетическую инфраструктуру в Херсоне, сообщает глава городской военной администрации, в результате чего в городе произошли перебои в электроснабжении. 5 человек пострадали в Николаеве в результате российской атаки. Ночью без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, критическая инфраструктура и электротранспорт города Николаева. Украинские силы обороны успешно поразили саратовский НПЗ. Кажется, скоро его добьют окончательно, ведь прилетает по заводу буквально каждый месяц. Серия мощных взрывов прогремела этой ночью и в Воронежской области. Под атакой было ООО «Минудобрение», предприятие, производящее компоненты взрывчатки. В Оренбурге 3 цистерны с пропаном сошли с путей в Первомайском районе. В Пензе день сходов продолжился. На станции ЧАЭС в результате происшествия произошел сход нескольких грузовых вагонов. Хорошая работа наших диверсантов. 26-я ракетная бригада атакована в Ленинградской области. На территории части взорвался как минимум 1 беспилотник. Украинский ОТРК «Сапсан» с баллистическими ракетами вышел на серийное производство и системное применение. Теперь под угрозой баллистического удара «Сапсан» находятся Москва, Минск, Владимир, Тула и другие крупные города врага. Наконец-то мы дождались украинской баллистики. И к международным новостям. По замороженным российским активам кратко. Вчера вечером, как и ожидалось, ЕС задействовал 122-ю статью и проголосовал за бессрочную заморозку 210 миллиардов евро российских активов. 25 за и 2 против, Венгрия и Словакия. К протесту Бельгии против использования замороженных активов под залог для репарационного кредита Украине присоединились Италия, Болгария и Мальта. И вопрос как бы немного подвис в воздухе. С учетом того, что администрация Трампа активно давит на мирную сделку, а саммит ЕС уже 18 декабря, сейчас я сомневаюсь, что ЕС примет решение о кредите уже на следующей неделе. Мне кажется, что Бельгия, Италия и остальные захотят дождаться, выгорит ли что-то у Трампа, и если нет, будут смотреть по ситуации и тогда принимать решения. Трамп начинает СВО в Венесуэле, по стране нанесут наземные удары. Мы перекрыли 96% нелегальных веществ по воде, а теперь начинаем работать по суше. И по суше это гораздо проще, объяснил президент США. Ну что ж, будем следить за маленькой победоносной войной Трампа. А чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на мой канал и поставьте лайки.